Всем привет! Решил записать видео на тему окрашивания торцов кожи. До этого работал только с кожей растительного дубления, поэтому торцы полировал и вскрывал специальным финишем от Фибинг, или же окрашивал вот такой проникающей краской апретто-резина от Кенда-Фарбен. По этой теме видео я уже записал. Но сейчас появилась потребность именно в окрашивании специальной краской, которая бы создавала непрозрачный слой на торце и которая могла бы скрывать, допустим, какие-то дефекты, или же, как в данном случае, могла скрывать стык двух склеенных кож. То есть верхняя кожа здесь хромового дубления, толщина 0,8 мм, я ее наклеиваю на ременную кожу растительного дубления, и вот этот вот стык мне нужно скрыть, чтобы торец был однородным и выглядел более презентабельно. Существует несколько производителей, которые поставляют подобные краски, но зачастую используют мастера краски Орли от Кенда-Фарбен. В Украине, как оказалось, есть официальный представитель этой компании, и я заказал у них несколько образцов для тестирования. Пришло мне две краски. Это Орли серия SL черная глянцевая краска и Орли серии BT Extra Matte. Это коричневая матовая краска. Также есть два грунта. Филлер BT. Насколько я понял, это какая-то новая у них разработка, потому что информации на него практически нету. Будем проверять все методом пробы и ошибок, испытывать его. И Синтофил — это стандартный грунт под данные краски от Кенда-Фарбен. Его чаще всего вижу в обзорах. Чтобы протестировать эти все варианты, я поделю видео на две части. В первой части расскажу о сочетании грунта Синтофил и краски Орли BT Extra Matte, то есть матовая краска и Синтофил. Это будет первое видео. И во втором видео расскажу уже о сочетании филлера и Орли SL глянцевые краски, то есть какой дадут они результат. Для нанесения этих средств нам понадобится специальный инструмент. То, что нашел в Украине, это вот такая вот металлическая ручка. Обтянул ее кожей для удобства. И есть еще ванночки пластиковые и металлические. Мы будем использовать ручку, так как она больше подходит под наши задачи. Ванночки более удобны в тех случаях, если достаточно большой объем работы нужно выполнить, и при нанесении краски на торцы ременных полос. Итак, приступим. Для примера я взял 3 кусочка кожи. Первый состоит из 2 слоев. Нижний — кожа растительного дубления ременная, на которую я наклеил такую кожу с тиснением под крокодила хромового дубления. Второй образец — это просто чистый срез, 1 слой кожи. И третий вариант — заполировал торец клеем СМС, так как кожа растительного дубления. Хочу посмотреть, насколько равномерно ляжет на него краска. В данном случае мы грунтовать не будем, прогрунтуем только этих 2 кусочка. Перед нанесением грунта торцы нужно или же хорошо срезать, чтобы не было явных таких дефектов, или же немножко зашлифовать наждачкой. В моем случае был, в принципе, нормальный срез, но я еще немножко прошелся наждачкой. Наносим Синтофил. Выглядит он таким образом. Мне даже кажется, что в нем есть какой-то как
гранулы, порошок. В общем, не знаю. Перед нанесением его нужно перемешать. Обязательно перемешивайте, не взбалтывайте. Нужно аккуратно перемешать, чтобы не появлялись там пузырьки. Потому что пузырьки воздуха могут потом оставаться на торце и создавать неровную поверхность. Оставлять после себя такие выемки. Так, перемешали и наносим. Используем эту ручку, макаем в средство и наносим. Так, первый образец готов. Теперь наносим на склеенные кусочки. После нанесения первого слоя нужно дать подсохнуть образцам где-то 20-30 минут. Наши торцы подсохли, на них образовалась полупрозрачная такая матовая пленка. Синтофил проник в торцы, закрепил волокна, но при этом он не выровнял поверхность. Можно видеть вот эту вот неровность, переход между склеенными кожами. Для того, чтобы выровнять поверхность торца для окрашивания, нам нужно нанести еще один слой грунта. Перед нанесением второго слоя нам нужно немножко отшлифовать получившееся покрытие, снять мелкие дефекты. Я для этого использую мелкую наждачку, наверное, 400-ю. Когда шлифуем, не стоит делать сильный нажим, просто чтобы наждачка сняла мелкие такие всякие зазубринки. Если я правильно заметил, то в синтофиле присутствует какой-то порошок, и поверхность после покрытия становится такая шероховатая. Все, торцы готовы к нанесению второго слоя грунта. Нанес второй слой синтофила. Даем подсохнуть минут 30-45 этому слою. После каждого нанесения рекомендую промывать наш инструмент, не давать ему засохнуть, потому что потом очень сложно его вычистить. Все эти средства на водной основе. Просто нужно после каждого нанесения химии промывать нашу ручку. Второй слой грунта я зашлифовал. Получился, в принципе, приемлемый результат. То есть можно уже окрашивать поверхность. Ровная, гладкая.
Но в случае образца со склеенными кожами здесь есть небольшие такие неровности, поэтому однослойную кожу я уже оставлю с таким результатом. Вот этот кусочек еще раз скрою синтофилом, и после его высыхания зашлифую, и все куски мы окрасим. Теперь торцы на всех образцах гладкие, и поверхность их готова к нанесению краски. Как я уже говорил в начале видео, краску будем использовать Orly Beta Extra Matte, коричнево-матовую. Перед нанесением, как и грунт, ее нужно немножко перемешать. Вот, и приступаем к нанесению. Наносим той же ручкой. Стараемся покрыть все участки, где у нас видно грунт. И не экономьте краску, то есть ее нужно нанести достаточное количество, чтобы потом покрытие было плотным, без таких просветов. Так. И также нанесем теперь на торец, который просто заполирован, без нанесения грунта. Образцы ложить нельзя, нужно ставить их таким образом, чтобы торец окрашенный был вверху, тогда краска будет распределяться равномерно и получится хороший, качественный, ровный слой краски. Даем подсохнуть минут 15-20 и смотрим, что у нас получилось. Наши усилия были не напрасны. Как для начинающего, результат получился достаточно хорошим. Торцы выглядят красиво, покрытие равномерное, гладкое,
без различных изъянов, то есть не видно живого среза, не видно текстуры ворса на торце. В общем, такое покрытие только удорожает наши изделия. Получилось все очень хорошо. Мне нравится такой результат. Больше всего понравился урез на коже, которую вот я заполировал без нанесения грунта, но это возможно только на кожах растительного дубления. Здесь вообще прям идеал, ну не к чему придраться. Покрытие получается устойчиво к изгибам, на ремнях будет выглядеть отлично. Слышал, что оно как-то через время там отслаивается, отрывается, но я думаю, это только после механических повреждений, потому что сейчас все держится достаточно хорошо, сложно его как-то отодрать. На торце, который склеен из двух кож, если присмотреться, есть как бы такая небольшая канавка вдоль самого среза по центру. Не знаю, видно или нет. Она еле заметна, но это не из-за того, что плохо там шлифовано или, допустим, как-то нанесено неправильно средство. Скорее всего, из-за того, что краска, она не одинаково быстро сохнет от края к центру, то есть возле краев она высыхает раньше, застывает, и потом постепенно застывает к центру среза. И вот этот вот стык, он получается виден немножко. В остальном все вышло идеально. Параллельно видео я окрасил еще несколько образцов, продемонстрировать, как будет выглядеть срез при нанесении одного слоя грунта. Вот, он не закрывает разные такие канавки, бугорки, то есть вся текстура живого среза, она остается, просто он как бы фиксирует эти волокна. То есть все остается видно, он не выравнивает нашу поверхность торца. А вот уже два слоя грунта окрашенных. Здесь вариант намного лучше, то есть торец уже ровный. И в принципе можно оставить и так. Но в случае третьего слоя мне нравится больше из-за того, что торец он более выпуклый. И мне кажется, он так выглядит более красивее, чем, допустим, с двумя слоями. Здесь выходит он такой более плоский. Такой способ обработки торцов, он подойдет для любых типов кож, но в большей степени выручит нас при работе с кожами хромового дубления, так как на них намного сложнее доработать торцы, чем на растишке. Также этот способ не для всех, это для мастеров, которые готовы ради качества своих изделий чем-то жертвовать, и в данном случае мы жертвуем временем, потому что его уходит очень большое количество на нанесение средств, на то, чтобы дождаться их высыхания, на полировку, но результат того стоит. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.